Всем привет, меня зовут Ольга, и вы на канале Хельгофина Арт Дизайн. Все об акриловой заливке. Я решила провести эксперимент и сделать картину без медиума, просто акриловая краска и вода. Для этого я использовала краски Ладога, можно использовать любые акриловые краски, главное, чтобы вы были уверены в их качестве и яркости самих красок. Я не собиралась первоначально делать видео, поэтому процесс смешивания красок потом сняла отдельно на примере белой краски. Соотношение очень простое, 1 к 1. Для измерения у меня мерная ложка 15 мл. Для картины размером 20 на 30 см у меня ушло 45 мл белой краски, хотя я бы после эксперимента на запас сделала бы 60 мл, то есть 4 мерные ложки. А остальные 4 краски сделала по одной мерной ложке, то есть по 15 мл. В итоге добавляем в стакан 15 мл краски и 15 мл воды. Все тщательно смешиваем, очень хорошо смешиваем. И в итоге краски получаются очень жидкими. Эти краски, по моему мнению, подойдут только для работ с феном. И фен должен быть не скоростным, рука при этом уверенная и быстрые действия, потому что жидкость очень и очень подвижная. В самом эксперименте я хотела посмотреть, как себя поведет именно краска Ладога, если ее смешать исключительно с водой. Будут ли какие-то эффекты в виде сеточки или что-нибудь похожее. Я решила провести эксперимент именно с этой фирмой, потому что с ней у меня получилось сделать что-то очень отдаленное, похожее на активатор. И у меня на нее были надежды. Но сразу скажу, что ничего такого не получилось в этом эксперименте. Я ее не убираю пока с расчета. Подумаю еще, как можно с этой краски получить максимальную результативность. На холсте я распределила белую краску фоном, слой, как видите, очень маленький, в следующий раз я бы все-таки сделала краски про запас. А далее распределила в одну линию все остальные цвета, при этом, чтобы желтые и бирюзовые цвета не особо друг с другом прикасались, потому что при смешивании получается зеленый цвет. Выливаю остаток белой краски около цветных, для того, чтобы все-таки была лужица, которую можно раскатать с помощью фена. Чуть раскатываю первоначально краски, чтобы на разноцветный поток попала и белая краска, и получилось что-то похожее на белую дымку. А затем уверенными и быстрыми движениями раздуваю сами краски, создавая красивые разноцветные потоки. Добавила еще одну полосу красок для создания еще одного потока, для более лучшей композиции. Далее не войдет в видео. Детали этих ярких потоков я еще корректировала, просто дуя ртом на краску, чтобы раскатать эту краску в более лучшую форму. Не вошло в ролик просто потому, что камера это не запечатлела, и вы видели бы только мой затылок. И далее картина сохла менее суток. Высохла картина очень хорошо, рисунок получился очень яркий. Единственный минус – это борты. На бортах рисунок очень блеклый, потому что краски очень жидкие, и на бортах оставался лишь тонкий слой стекающей краски. Если бы краска была разбавлена не просто водой, а жидким медиумом, то они были чуть более яркими. Но я лично не вижу в этом огромного изъяна. Мне лично и процесс рисования с этими жидкими красками, как и сам результат, очень понравился. Но опять повторюсь, в других техниках этот способ не подойдет, потому что краски очень жидкие и они друг с другом очень легко и быстро смешиваются. Конечно, я не могла оставить картину как есть и решила добавить деталей. Причем для деталей я добавила обычную переводную наклейку в виде бабочки и наклейки для ногтей в виде иероглифов. Просто потому, что лучше я своими руками не изображу эти детали. Бабочку я просто наношу на поверхность, смачиваю мокрой тряпкой, и она уже на поверхности. А иероглифы наношу с помощью пинцета.
После нанесения акрилового лака все детали не выделяются, а являются полноценной частью общей композиции. Картина получилась яркой, что идеально войдет в молодежный дизайн. К слову, у меня уже ее нет в наличии, она украшает уже комнату молодой девушки. И воспользуюсь случаем и анонсирую свой онлайн-курс обучения по Fluid Art, который я сейчас готовлю. В него войдут все мои рецептуры, как и адаптированная техника Shelly Art Bloom под рынок Российской Федерации. В нем будут все рецептуры, подробные видеоинструкции по созданию не только картин, но и различных изделий, такие как часы, брелки, костеры, дизайн журнальных столиков с полной инструкцией, как Fluid Art завершать и подкреплять эпоксидной смолой, а также, конечно же, полноценная обратная связь. Этот курс подойдет как для мастеров, что в своих городах проводят мастер-классы, что максимально увеличит ваши знания и возможности, так и для мастеров, кто готов на продажу изготавливать предметы дизайна. Сразу оговорюсь, что в моих рецептурах используются как строительные материалы высокого качества, так и профессиональные материалы. И для хобби эти знания станут сильно бьющие по вашему бюджету. Поэтому, конечно, нужен вам курс или нет, выбирать только вам. Если вам интересно, то не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить анонс. Приблизительно курс стартует в мае-июне месяце этого года. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и хорошего вам настроения.